Всем привет, меня зовут Ольга, я живу в Беларуси, в городе Солигорске. И сегодня в моем городе проходит праздник, фестиваль Дожинки. Это праздник урожая. Считается, что город, которому выпала честь принимать такой фестиваль, сорвал джекпот, так как на такие мероприятия выделяются огромные средства. Город благоустраивается и приобретает красивый вид. Дожинки бывают районные, областные и республиканские. На районных я была в городе Слуцке буквально совсем недавно. Видео на эту тему есть, по ссылочке можно перейти посмотреть. А сегодня у нас областные, то есть со всей области все приехали к нам. И ремесленники, и трудовые коллективы представляют свои какие-то выставки. Давайте посмотрим, с чем они к нам приехали. Здравствуйте, скажите, откуда вы к нам приехали? Мы приехали с Копыльского района. Вёска такая, есть у нас новая докторовича. Расскажите, с чем вы приехали? Ну, у нас основным помогатори для рукодельниц. Покажите нам подробнее. Значит, клубочницы разных померов на несколько клубков, на один клубок. Тримальники для спиц, для прутков. Кто вяжет шкарпетки альбо рукавицы, как уже вочки не скинулись, он закрывается. Уставляются прутки и закрываются. Манекены для того, как показывать шапки, какие кто вяже, грибки для штопки, бобинотримальники. Ось, ну, а это уже как бы такий посуд для цукра альбо для соли. Ось. Что тут вам еще показать? Расскажите вот про это. Ну, вот это такая гульня для дорослых. У один калишечек наливается что-нибудь такое моцное, а остатние 5 наливается просто вода. И крутится, кому что трапило, то и выпить. Вот, это такая пресс для выроба пельменей. Вот такого. Галушечка ложится, притискается и натискается так. Витейки для тех, кто вышиває серебряними або золотими нитками, как не браться за нитки, вот використовуються такие витейки. Это блокаторы для шкарпеток, кто вяжет шкарпетки. Значит, их связали, помыли, одели и высушили. И вот у их уже у шкарпеток отрымливается такая вот форма. Вот. Кроме что тут еще? Это бобинотримальник, вот так его вяжуть, і він поступово нитка розматується. Ось. А ось для бісера. Ось така іголка. І коли крутити треба, і воно, ну, можете крутити. Крутити у другий бок. Ой. Треба наловчитися самому. Крутите. Бачите? Точно набирається. І набирається ось. Не сидять по одной, а одразу шмат штучек. Сейчас девочкам пойду расскажу. Здесь вот. есть, кто бисером занимается. Тут подставка для ножниц, для тех, кто шиє. Ножницы можно ставить сюда, какая-то мелочевка. Это так само органайзер для спиц, для крючков. Вот такая подставка для демонстрации чего-нибудь. Вязали там шапку, рукавицы, шкарпетки, альбо еще что-нибудь. Поставили, покрутили, сняли. Девочки, если кому-то нужно что-то для своего рукоделия, для творчества, пожалуйста, смотрите, звоните, заказывайте. Все, хороших вам продаж. Дякую. Дякую. Здравствуйте, скажите, откуда вы к нам приехали и с чем? Расскажите. Здравствуйте, я из Бреста. Приехала с женскими украшениями, ободочки, заколки, банты. Ну и, конечно же, для мамы и для дочки можно выбрать у меня. Ободки я делаю из эко-кожи, из замши, текстиль. Вот, всякие различные ткани, хлопочек есть для детей. Вот, рядышком вот есть повязочки, как раз утеплять уже можно ушки. Тоже для мам и дочек найдется. Да, есть также для деток еще сережки. Сейчас это самое такое актуальное для девчонок, которые хотят тоже как мама быть модными. Вот, есть сережки, есть клипсы. Вот, на украшения на шею, соответственно, можно дополнить еще. Вот такие всякие. Какие сейчас актуальные украшения? Ну, наверное, Орео будут самые актуальные. Кола, Фанта еще тоже, да.
Мишки уже такой. отходят. Мишки, да, отходят уже. Уже как бы их все. Уже у каждой, наверное, есть. Вот. Ну и такого плана резиночки. То, что можно разбавить будни яркими красками. Резиночки, заколочки. Спасибо. Хороших вам продаж. Спасибо. Здравствуйте, это наши местные мастера, умелицы. Расскажите, что у вас сегодня с собой, что новенького? Так, у меня из новенького получается, что появились салфетки. Вот такого плана салфетки. Рафия, водный гиацинт, хлопок. Ну и они в разных цветах. Под заказ вообще могу там все что угодно сделать. Из сумок новинки уже сегодня очень хороший день ушли. Осталась вот одна только новиночка, вот эта в джутовом цвете. Получается, немножко у меня сейчас есть икон по благословению батюшки. Он меня благословил, но они не освященные, потому что освященные вещи нельзя в сумках возить, и то, и сё. Да. Нет, это все у меня фотодекупаж. Это вживленные фотографии и покрыты термолаком, чтобы с ними ничего не случилось. Ну, это, как всегда, подставки под кофе. Я сейчас их сделала бронзово-золотыми такими. Вот они прям с отливом. Ну и досочки мои новые. Досочки для разделки. С обратной стороны можно резать, ставить горячую сковородку. А на картинке сыр, колбаска, бокал вина и тарелка для подачи. Да, все, что нужно, да, для приятного аппетита. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, хороших вам продаж. Пока я хожу, записываю, тут одиноко стоит мой столик, девчата приглядывают за ним, а я снимаю для вас видео. У меня из новиночек есть вот такие мягкие повязочки. Плюшевые. И вот такие бантюлики. Здравствуйте, расскажите, с чем вы пришли сегодня на ярмарку, что у вас новенького? У меня развивашки из фетра, и появились новые закладочки для книг, котята и мышата. Вот такие. Сумочка без зубик, тоже с крылышками. Так, игрушка солнышко для малышей. Что еще? Ну и есть несколько планшетиков новых тоже. Бегемотик. Вот этих. Развивающие такие, да? это Планшетики. развивашечки, да, планшетики. Можно собрать книжечку из страничек на отработку различных навыков, застежек. Спасибо большое. Здравствуйте, расскажите, с чем вы пришли сегодня на ярмарку? Здравствуйте. Сегодня я пришла со своим вечным ассортиментом. Я вяжу много плечевых изделий. Также есть очень популярные изделия у меня. Это косынка из пуханорки. Она очень красиво смотрится, красиво драпируется на голове, на шее. Очень универсальная вещь. И, конечно же, повязки, которые актуальны уже не первый год, и лишней никогда не будет. И этой весной у меня появилось новое увлечение. Начала шить косметички сама. Вот, поэтому вот еще принесла показать косметички своим посетителям. Сориентируйте По ценам. Косметички стеганые 45 рублей. Косметички из плотной ткани по 40 рублей вот эти вот. Есть вот такие кошелечки, как бы, они по 25. Повязочки по 20. На плечевые изделия различная цена, поэтому не назову сейчас. Спасибо, хороших вам продаж. Откуда вы к нам приехали и что у вас пользовалось спросом в этом сезоне? Приехала я из Минска. В этом сезоне у нас пользовались спросом вот такие вот косички. Тренд этого года. А из бантиков что у вас, новиночки какие есть? Вот такого плана очень пользуются спросом на заколочки с длинными хвостиками.
Расскажите Также про вот изделия. такие красивые бабочки, тоже ручной работы. Также моя полюбившаяся форма тоже хорошо очень продается. Аккуратные, красивые бантики выходят. Здравствуйте, откуда вы к нам приехали? С города Несвиж. Расскажите, с чем вы к нам приехали? Со старинной посудой, Из чего сделано? с глиной, покрыта молоком. В этих горшках можно готовить. Это ложка называется. И есть можно еду. Это кружки для кофе, для кавы, для чаю. Медальки с дожинками Солигорска на магните. Крынка с радивиловским гербом. Пляшки, хляки, свистульки, ну и народные игрушки. Миски, салатник. Можно для шашлыков. И такие вот с колосками. А еще есть чарки. Дякую, добрых продаж. Кто смотрит мои обзоры, тот знает Оксану. Оксана, расскажи, что у тебя новенького появилось в ассортименте? Ну, новенькое у меня появилось вот брошечки. Брошечки новенькие из нового моего развлечения. И сумочки из бусин. Я видела только, что девушка рассматривала, заинтересовалась. Они все смотрят, и все. Всем все нравится, а покупать не хотят. А также я еще веду в Доме творчества кружок по вязанию. Расскажи, нам очень интересно. Так что, девочки, приходите. И не только девочки, мальчики, мамы, папы. Кому интересно, приходите. Скажи, Всех что научим. сегодня у тебя покупают? Ой, ну по мелочи. В основном только мелочевочка и все. Игрушки. Ну, это еще начало дня. Я желаю тебе хороших продаж, Спасибо. чтобы все продалось. Добре. И тебе того же. Спасибо. Здравствуйте, подскажите, с чем вы сегодня пришли на ярмарку? Мы пришли с корзинами из джута, с плейсматами, которые создают уют в наших домах, декорируют его, ну и делают привлекательным. А также хлопковый шнур в наличии. Сумочки – это корзина для хранения вещей, детских игрушек. Сложите сюда, пожалуйста, носки мужа, и они никогда не будут валяться по дому. Вот здесь вы видите плейсматы с окантовочкой, без окантовочки, разных размеров. Они могут вообще быть различными, по вашему желанию. Хлебницы. Корзинки для хранения. Хорошо, вот вообще в сезоне в этом. Вы выходили на ярмарки, что у вас покупали? Сначала покупали маленькие подставки, под стаканчики, под чашки. Потом пошли корзины, большие корзины, бельевые корзины. Сумки в этом сезоне очень хорошо шли, все лето. Тоже разных размеров, разных расцветок. Вот и все. У вас очень аккуратные работы. Желаю вам хороших продаж. Спасибо большое. Тут у нас девчата из Слуцка к нам приехали. Расскажите, с чем вы приехали? Мы приехали с удовольствием. Мы привезли игрушечки вязаные, брошки, привезли уже повязки, уже утепляемся, комбинезончики, различные ободочки и воротнички, также цветочки, василечки, наш любимый белорусский бренд, и разные бусики для всех, вязаные крючком, каждая деталь обвязана. И там же букет васильков в счет праздника. Скажите, я смотрю, вы стоите со спицами. Вы прям тут сейчас вяжете что-то? Зачем? Зачем сидеть просто так? Надо показать людям, что все делается своими руками. Мы же ремесленники. Спасибо большое, хороших вам продаж. Вам, дай Бог, хорошего дня. Праздник большой, поэтому перекрыты улицы. И можно гулять прямо по дорогам.
Фуд-зоны сделаны прямо на дороге. Палаточки. Отличная погода, люди гуляют, супер. Это шмели. Мед делают, видишь, литок так и тут. А это пчелы. Там жирковато или? Там снизу сетка ведь специальная. А вон мед запечатанный, видишь, соток. О, красота. Так они переживают, я говорю, тревоги. Таким образом продают мед. Тут же проходит мероприятие для детей от МЧС. Также детей катают на таких подъемниках, показывают, как они работают. Тренажеры для детей поставили. Там у нас площадь, здесь Белкалий. И прямо тут парк 4 стихий, где мы обычно стоим на ярмарке. Но сегодня нас попросили встать в другом месте. Посмотрим, кто же стоит в парке. Палаточки с изделиями из дерева, из лозы. Здравствуйте, скажите, откуда вы к нам приехали? Борисовский район, из Борисова. Спасибо. Здравствуйте, откуда вы к нам приехали и с какими изделиями? Расскажите. Мы приехали к вам с Воложина. Изделия, вот керамика, лозоплетение, ткацтво пояса, вытянанка, так, ткацтво пояса на ниту, это наша воложинская традиция, пояс наш воложинский, который узяты по дахову, нематериальная спадщина. Да, пояс оградили и учатся молодые тоже. Можно поучиться прямо на выставке. То есть прямо здесь проходят Прямо на выставке, конечно, проводится мастер-класс, можно поучиться и выткать свой пояс. Ну, конечно, за день, может, не получится, но потом получится. Такой же техники сделаны брелочки, да? Да, брелочки, да, вот такой степени сделаны, да. Как сувенир вот кому-то подарить очень приятно. Лозоплетение, плетется у нас лоза. Ну и, конечно, у нас столица керамики и Венец. Вот и венецкая керамика. И мастер. Вы только с выставкой приехали или и продаете изделия? И продаю. Хорошо, спасибо, хороших вам продаж. Спасибо. Здравствуйте, девчата, скажите, откуда вы к нам приехали? Расскажите, с чем вы приехали? С нашими работами салон плетения. Расскажите, я покажу. Расскажите. Вы прямо здесь сейчас работаете, да? Да, прямо сейчас вот работаю, козырек зробила. То есть вы делаете изделия из соломки, правильно? Да. Делаем соломки. Дзержинский район здесь со своими мастерицами. Здравствуйте, скажите, откуда вы к нам приехали и чем вы занимаетесь? Мы приехали из Семежева, Копольский район. Занимаюсь ткачеством пояса на Бёрде. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с чем вы приехали к нам на ярмарку? Расскажите. Мы приехали из Кополя. У нас вообще мы работаем в Копольский районный традиционный центр культуры. Я сама мастер народных художественных ремесел и занимаюсь лоскутной техникой. И делаю еще сувенирную продукцию. С удовольствием приезжаю. С удовольствием к нам приезжайте, да? А покажите, что вот ваши товары. Посмотрим. Так, вначале посмотрите, пожалуйста, лоскутные одеяла. Это все из маленьких лоскутков тканей.
лоскутной техники выполнены и прихватки, все хозяйственные различные утварь тут есть. Очень много работаем с джинсовой тканью, она благодатная такая ткань, потому что вся перерабатывается. А это нам посчастливилось приобрести столетний рукотворный лен белорусский в деревне. И мы решили его переработать вот на такую сувенирную продукцию. Это ручники-массажеры, где мы сделали ручную вышивку. И также ручная вышивка вот на этих бабочках. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. И вам спасибо. Здравствуйте, с чем вы к нам приехали? Ткацтва Капыльскага района прадстаўляем. У нас такая цікавая установа культуры ёсць у вёсцы Семежава Капыльскага района, як раённы цэнтр ткацтва. З аднаго боку гэта музей, куды можна прыйсці на экскурсію, пазнаёміцца з прыладамі працы, з рэчамі даўніны. З другой стороны, гэта майстэрня, дзе яшчэ у гэты час ткуцца розныя вырабы ад сурветак да дываноў. Вось таких на широких верстатах вялікіх. Это вот вы сами делаете? Да, гэта ўсё ручная работа, сувенірная прадукцыя наша. Ой, таксама у нас яшчэ гурток па ткацтву працуе, дзе дзеці з мясцовай школы авалодваюць гэтым рамяством. Ось, перадаём, каб гэта майстэрства не страцілася. А как оно все здесь не запутывается, скажите? Вот ой, это трэба ведаць, гэта не адзін дзень работы. Ось я, напрыклад, 3 гады перанімала ад мясцовай майстрыхі тонкасці ткацкага рамяства. Ну, і калі па-гатоваму ўжо ткаць, гэта не надта складана, скажам так, але заправіць кросны ад пачатка, наснаваць ніткі, заправіць усё, ведаць, як узор закласці, гэта самае складанае. Дякую вам. Клецкий район, директор районного центра ремесел Морыч. Приехали мы с резьбой по дереву, вышивка лентами, вышивка. Дальше что? Бандарное дело. Это ваши мастера все делают, да? Да. Ляльки, игрушки из глины. Это роспись по ткани. Такие ручники наши. Очень красиво. Спасибо. Вам спасибо, что приехали к нам. Спасибо. Прям тут на месте проходят мастер-классы, показывают, как из соломки что-то сплести. Мастера из Крупского района приехали с шикарными работами из соломки. Только посмотрите на этих лебедей. Смотри, какие лебеди. Все идут и восхищаются ими, обращают внимание на них. Шкатулка большая, прям ларец. Скрипочка. Шикарные работы. Посмотрите на этого зубра. Я так думаю, это зубр. Птицы, цветы. Шикарные работы. Мастер сейчас занят, показывает мастер-класс для девочки. А мы пойдем дальше посмотрим. Так здорово, что белорусские народные ремесла не забываются. Столько представителей, столько мастеров сейчас здесь. Круто. Работы делаются, изделия делаются по старинке. И очень это красиво, конечно, и завораживает. Просто удивляешься, что есть еще у нас такие люди. Вот я просто хожу по ярмарке и с открытыми глазами на все смотрю, очень красиво, очень красиво. Даже взяла, пофотографировала много что. А вы сама рукодельница или просто вам очень нравится изделие ручной работы? Всего. Покажите, что вы купили. Вот приобрела такую штучку. Ну, еще там есть в чемоданчике всякие штучки разные. Нравится, очень красиво. И надо, наверное, такие вот ярмарки и устраивать иногда красиво, чтобы люди видели все и понимали, что это все не забыто, это все делается. Спасибо большое. Тут у нас представлен Минский район.
Гобелены. Мастер отошла, но мы рассмотрим, что же здесь такое красивое. Посмотрите, какая интересная техника. Объемные прям такие. Люди ходят, смотрят, рассматривают, восхищаются, что-то покупают. Прям здоровский праздник. Посмотри. Здравствуйте, девчата. Расскажите, откуда вы к нам приехали и с чем? Чем вы занимаетесь? Расскажите. Мне предложили попробовать ткать. Я первый раз буду это делать, очень волнуюсь. Расскажите, что нужно делать? Садитесь. Вот там у нас педальки эти называются поножи. Угу. Их надо нажимать? Нажимайте. А какую? Какую? Нажимайте крайнюю. Вот эту крайнюю? Да, эту и вот эту. И вот эту? Ножками, да, нажимайте сильно. Одновременно? Да. Сильно. Ой, как сложно. Да. У нас открывается вот зев, называется ткацкий зев или уток. Берете челночок, просаживаете между этими, толкаете так, раз, да, и с этой стороны. Да. Угу. Ничего страшного. Угу. Вот это бердо. Вы берете двумя руками резко на себя. Раз, раз, еще раз. Раз. Молодец. Как здорово. Меняйте положение ножек. Правую ножку ставите к левой ножке. Правую? Правую. К левой, вот сюда. Да. Нажимайте на поножи. Нажимаю. Да. Берете вот этот челночок и опять же в этот уток. Это вы закрепляете основную нить цветную. Опять бердом. Раз, раз. Опять на крайнее. На крайнее. Да. Слушайте, какая интересная система. Уже с этой стороны. Теперь надо с этой сюда отправлять. Так, подожди, я ниточки, вот наверное, запутала. Угу. Так, я почти мастер, хотя я только учусь. Оп, не докинула. Раз. А что самое сложное? Вот заправить нити, я так понимаю, правильно, да? Чтобы ниты. Да. Угу. Чтобы потом получился узор. Раз. Я, наверное, слабенько, да, некрасиво наплела вам. Страшного. Теперь эту ножку представляете к этой ножке, да. И с той стороны берете белый челнок. И закрепляю. И закрепляете, да. Может, надо еще раз ударить, чтобы оно было потуже, да? Надо резко и сильно. Раз. Молодец. Все приходит с опытом. Друзья, я развалила всю конструкцию. Боже мой. Я сейчас все исправлю. Ничего страшного. Спасибо большое, что разрешили прикоснуться к этому творчеству, к этому мастерству. Мне очень приятно. Вот вы пришли, у нас бы вам наша директор объяснила, как мы заправляем, как вот видите, тростиночки. Вот знаете, у меня у бабушки вот такая штучка была, ну, на горе, да? Да, на горе. Вот. На чердаке, да. И мне казалось в детстве, что это такие классные штучки, я их повыковыривала. Вот я помню, что они мне такие интересные показались. А мы, видите, ведь это... каждую, вот видите, заправляем по одной парке ниток, видите, вот одна парка. На самом деле это все было по делу, а я разобрала, видите? А вот это у нас называются ниты. И вот видите, у нас такие вот есть ниты, вот соединение верхнего и нижнего нита, и получается такая вот... Ну, а сколько нужно учиться, чтобы овладеть вот этим мастерством? Да не знаю, сколько. Дети быстро учатся. Да. Ну, чтобы вот рисунок такой вот сделать. Рисунок залаживается вот эти ниты. Угу. Вот заправляем, вот видите, тут такие петельки получаются, которые называются кобылки. И мы вот каждую ниточку, каждую петельку. И получается, ну, залаживаем узор сюда, и получается потом. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, а это не совсем ремесленные, конечно, изделия. Но все как есть. Также сумочки продаются тут. Витаминчики какие-то. Водички туалетные, походу. Китайская мелочевка. Тоже тут.
Людей у нас, как всегда, очень много, все гуляют. Парк большой. И, как видите, гуляют не только в парке, везде гуляют. Магнитики продают. Смотри, ну. Пряники. Мягкие игрушки. Да. Буду больше. Опять мягкие игрушки. Все время мягкие игрушки. Так, дальше, наверное, уже идти нет смысла. Будет все товары не ручной работы. Опять игрушки. Все время игрушки, еще раз игрушки. Считать, сколько мы не будем, я думаю, что немало. И дальше игрушки, игрушки, игрушки. Тир. Тут тоже. Возвращаемся по второй аллее. Смотрим. Здравствуйте, давно вас не видели. Да, тоже. Вы решили к нам приехать таки на Дожинки. Скажите, с чем вы приехали? Ну, с чем я приехала? Немножко бантиков, игрушки. Остатки от школы. Угу. Хорошо, спасибо. Опять тут игрушечки у нас. Мыло ручной работы. Я так думаю, возможно. Скорее всего. Игрушки. Сумочки вязаные. Игрушки. Кому не лень, можете посчитать, сколько раз я скажу слово «игрушки». Изделия из бусин. Вот да, были, да. Встретишь, если мне проходишь. А вот эти? Бижутерия. Игрушки. Игрушки. Сладости. Игрушки. Лаванда. Тут у нас игрушки. Тут у нас опять игрушки. Изделия из дерева. Я так понимаю, это брелочки. Нет, магнитики. И игрушки. Игрушки. Здесь альбомы ручной работы. В одном из видео я подробно показывала их. Мед был, специи, чай. Полотенечки, ручки именные, ложки, кружки, изделия из дерева и опять игрушки. Вот тут девчата из соломы плетут. Тоже представляют какой-то район. Скажите, а что вы делаете интересное? Мы делаем целевые насыпушки, называется. Красим соль, Слуцкий эколого-биологический центр учащихся. И мы делаем такие интересные у нас мастер-класс по насыпанию. Мы подумали, как же Солигорск без Если соли. правильно сказать, это внутреннее декорирование сосудов. То есть мы берем соль, красим с детками нашими гуашь-красками и насыпаем такие интересные сосудики. Вот как раз проходит в данный момент это мастер-класс, такие пенициллиновые бутылочки, которые Вот как раз мастер-класс утилизируются. проходит у девочек. Девочки с удовольствием доделают. Какие-то рисунки получаются? Вот такие, да? Ну вот, если вы обратите внимание, у каждого зависит от настроения вот такие интересные солевые. Покажи, посмотрим. Это каждый сам себе Да, делает. мы решили
на Дожинка в Солигорске. Все-таки Солигорск это солевой город, и мы решили продублировать, что просимволизировать, да, что есть такое. Интересные такие солевые. Идея. Спасибо, что Да. вы к нам с ней приехали, поделились. С удовольствием приглашайте еще. Сейчас возвращаюсь к себе, там, где мой столик стоит. Надеюсь, его не украли и что-нибудь продалось. А вы пишите, как вам такая ярмарка, понравилась ли вам она и проходят ли у вас такие.